Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Сегодня я расскажу про эксклюзивный британский нишевый бренд Ormond Jane, с которым я познакомился не так давно, буквально 2 недели назад. Он появился в одном моем любимом магазине, который находится в Тбилиси. Называется он La Roma Boutique. Там работают прекрасные красавицы, продавцы-консультанты, которые мне показали то, что у них есть новинка, и я охотно с ней познакомился. И немного расскажу про этот бренд. Он из Британии. Уже он давно существует на самом деле. Он с 2000 года. Его основала Лидия Пилкингтон. Она изначально занималась изготовлением свечей, как уже показывает практика. Многие основатели парфюмерных брендов и домов занимаются изначально свечами, к примеру, и Байреда, Бен Горхам тоже начинался с свечей, и Джо Малон тоже начинала свое дело в молодости со свечей. Так и Линда Пилкингтон тоже изготавливала свечи, у нее очень классно это получалось, так как у нее бренд Chanel, который открывал свой бутик в Лондоне, заказал, чтобы она сделала для их бутика свечи. Я думаю, это классно. И, кстати, у Ormond Jane есть и ароматы, и также они делают и свечи. Я немного погуглил про Линда Пилкингтон. Она, оказывается, 15 лет жила вне Британии, она жила в Южной Африке, жила на Дальнем Востоке, знакомилась с их культурами, изучала их окружающую среду и впитала в себя это, и узнала, какие ингредиенты в парфюмерию можно добавлять. К примеру, она часто использует уд. Уд – это восточный ингредиент восточных ароматов. И я узнал такой факт, что она одна из самых первых людей, которая начала использовать именно уд в ароматах. Вот. Я с этой маркой купил вот такой вот набор. Здесь он состоит из 5 ароматов, они по 8 мл. И я разнашивал всю неделю эти ароматы, чтобы узнать, как они звучат, нравится мне, не нравится. И я сделал для себя вывод. 3 аромата мне понравились. Остальные, я к ним спокойно отношусь. И один аромат, который мне вообще не понравился. Так что смотрите это видео дальше и узнаете мои выводы, носки этого бренда. Вот. У них выглядит, кстати, все очень красиво. Вот эта коробка, она такая тканевая на самом деле. Такая приятная на ощупь. Я, кстати, прочитал то, что Линда Пилкингтон открыла в Лондоне вообще фабрику, лабораторию по изготовлению ее вот этих ароматов, свечей. То есть на ее фабрике все изготавливают. И упаковку, и сами флаконы, сами ароматы, вещества там изготавливают. То есть она заморочилась, целую фабрику открыла по изготовлению ее бренда. Но это большой респект, не каждый так это делает. Она молодец, следит за качеством. Вот. Что еще я хотел бы сказать? У нее ароматы, вот я разнашивал, реально ни на что не похожи. И она использует такие ингредиенты, которые прям реально эксклюзивные. Они экзотические в каком-то плане. Я до этого не встречал некоторые ингредиенты в других ароматах. Вот. Ну как она открывается? Интересно, кстати. Здесь вот такая коробка дальше идет. И вот здесь сами ароматы по 8 мл. То есть она, кстати, на магните. То есть она магнитится.
На самом деле приятная коробка, хоть она и такого морковного оранжевого цвета, я уже считаю, это необычно на самом деле. Обычно используют там черные, белые, что-то подобное, да, пастельные тона. Это вот она выделилась. Вот, начну я с первого аромата. Здесь, кстати, есть еще книга, такая небольшая, которая прикладывается к этим ароматам, описание, какие здесь есть ноты на задней стороне. Вот, для меня это будет небольшая шпаргалка. Еще я хотел бы добавить то, что Линда Пилкингтон, она сотрудничает очень тесно с известным парфюмером Гезе Шоен, у которого есть своя отдельная марка, которой он занимается, это молекулы. Возможно, вы слышали, там первая молекула, вторая молекула, третья, там эссентрик молекулы. Вот он как раз-таки очень много ароматов он создал для Ormond Jane. Вот. Когда я вообще знакомился первый раз в магазине с этим брендом, я наносил на блоттеры, и на блоттерах эти ароматы пахнут совсем по-другому. То есть их обязательно надо наносить на кожу. Они на коже вообще раскрываются по-другому. Вот это тот бренд, которому надо дать время, чтобы к нему привыкнуть. Я так понимаю, потому что здесь необычные, реально, какие-то экзотические ингредиенты она здесь использует. Не каждый человек к ним привыкает. Их может даже отпугнуть ее вот эти ароматы. Дайте для ее ароматов время, и вы тогда поймете, так как они сложные на самом деле для понимания. Начну я с первого аромата, называется это Armand de Man. Нанесу я его на блоттер. Я не буду наносить на кожу, потому что я их уже все разнашивал. Я буду говорить первые впечатления с бумаги, да. Он мне изначально вообще на блоттере не понравился. То есть он такой сильно сандальный, немного рассольный. Я сделал заметки в своем телефоне, чтобы поделиться с вами, потому что я не могу с блоттера прочитать то, какие у меня были эмоции, когда я наносил именно на свою кожу. На старте на моей коже он был солено-чайный, такой сандал. И сандал здесь играет важную роль, главенствующую в этом аромате. Он такой восточный, так как здесь удовое дерево, а это восточный элемент. Он звучит по-восточному. Здесь также есть зелено-хвойная подложка для меня. Вот она на коже, прям вот сандал положили, да, вам на кожу. И вокруг обложили хвойными ветками. Вот. И вот так он звучит для меня. Из-за того, что здесь есть уд, он со временем раскрывается уже таким благородным, немного подкопченным деревом. И этому вот каждому аромату Ormond Jane дайте, пожалуйста, время на своей коже, потому что он раскрывается со временем. То есть через 5 минут он звучит по-другому, через 10 минут он совсем вообще по-другому может раскрыться. То есть дайте ему время. Еще я заметил такую фишку, то что они шлейфовые. Я когда выходил, к примеру, гулять на улицу, в магазин, по своим делам куда-то ходил, я чувствую, как люди, когда я проходил, какой-то есть шлейф от меня, потому что люди принюхивались, такое ощущение, и мне казалось, им нравится. То есть интересно. Вот. Сколько я бы дал оценку этому аромату? 6. Так как этот аромат немного для меня староватый, он звучит примерно как в 90-е, годами 90-х, 80-х. Он не модный, не современно, да, он не сладкий. Такой прям древесно-зеленый, хвойно-сандальный.
Следующий аромат, который я бы хотел бы показать и рассказать про него, он называется как какой-то восточный город Исфархант. Я не знаю, что это. Я пытался загуглить, что такое Исфархант, но я не нашел ничего в интернете, кроме этого аромата и названия. На самом деле, из всей коллекции Orman Jane, который я приобрел, этот аромат мне больше всего понравился. Я даже удивлен. Он ни на что не похож. Он красивый. Вот я сейчас его нанес. Первые ноты, которые мне в нос попали, это красный перец. Или розовый перец. Именно такие, знаете, горошки маленькие перца. Сейчас я прочитаю в заметке то, что я написал, когда он звучал у меня на коже. Да, он перечный, цитрусовый. У него есть схожесть со второй молекулой, так как Göse Schoen – это тот же парфюмер, который создает молекулы. И мне здесь он пахнет со временем ирисом, цветком ириса. Здесь нету корня, здесь нету морковных там семян, моркови. Здесь этого нету. Здесь реально такой красивый фиолетовый цвет вот этого ириса. И он такой нежный, и в какой-то степени он такой веселый за счет этих цитрусовых ароматов и перца. Свежий. Он, кстати, шлейфовый, и я считаю, что он притягательный. Его постоянно хочется прям обонять. Я блотер от носа почти не отрываю. Какой-то прям как магнит этот аромат. И я даже бы задумался приобрести, возможно, когда-нибудь небольшой флакон этого аромата, потому что он прекрасен. Я считаю, что это унисекс. И я ему ставлю 9 из 10. Возможно, у меня потом поменяется мнение. Я ему поставлю вообще 10, но мне он очень понравился. И я его рекомендую для знакомства, для теста. Если вам нравится вторая молекула, я думаю, вам и этот аромат тоже, возможно, понравится. Следующий аромат, который я бы хотел бы показать и рассказать, называется Amber Royale. Нанесу его также на блотер. Он тоже интересный для меня и прям раскрывается красиво, прям уже в этом воздухе. Ярче. Он, кстати, более яркий, чем первый и второй аромат почему-то для меня. Он прям заполонил все вокруг. Так, Amber Royale. Здесь, конечно же, есть нота амбры. На старте он для меня цветочно-сладкий прям. Да, он и на коже, я помню, он прям сладкий-сладкий. Цветок здесь заявлен орхидея. И здесь есть нота мускуса. Нота мускуса усиливает диффузность и вот эту его пыльцовость этого цветка на коже. И он просто заполоняет. Орхидея, она такая диффузная на самом деле, стойкая очень. Она перебивает все ноты, которые есть в этом аромате. То есть, если вы покупаете аромат с орхидеей, скорее всего, вы ничего не почувствуете в этом аромате, кроме орхидеи. Как по мне, он сильный прям аромат, реально прям сильный. Прям вот доходит чуть ли не до мозга, когда я вдыхаю этот. Но он приятный, несмотря на то, что он прям сила, мощь, он приятный. Я вижу его на женщинах, на девушках. Идеально, я думаю, подойдет в подарок. Он такой... Я бы сам его не носил, так как я не вижу его на мужчинах, на парнях. Но на женщинах он прекрасно раскроется. Если вы любите цветок орхидеи, их ароматы, возможно, вам он понравится. Следующий аромат, у них это бестселлер, топ по продажам. И когда я тестировал на блотерах в магазине эту марку,
Он мне больше всего заинтересовал и понравился. И я не удивлен, так как он один из популярных ароматов. Тоже его нанесу. Я первый раз в своей жизни почувствовал и в магазине, и на коже на своей ноту крыжовника. Вы вообще когда-нибудь нюхали вообще парфюмерию, духи, там, парфюмы с нотой крыжовника? Я вообще первый раз. И он очень натурально звучит. Это вот прям ведро собранного крыжовника, мякоть крыжовника. Он зеленый, зелено-красный. Здесь есть такая кислинка небольшая. Но он называется Монтабако. И здесь есть, конечно же, нота табака. И табак здесь сигаретный. То есть он мне пахнет, вот когда вы покупаете, к примеру, если вы курите пачку сигарет, убираете вот эту слюду, и только в начале самом, вот да, вот как вот пачка сигарет, вы ее раскрываете, и вот здесь вот такая бумага, слюда есть. Не слюда, как я не знаю, просто бумажка, которая закрывает именно сами сигареты. Если вы вдохнете вот эту пачку сигарет вот так, вот этот аромат вот так пахнет, как по мне. То есть не зажженная сигарета, не дымом, не кубинскими сигарами, а именно просто новой свежей пачкой сигарет, табака, перемешку вот с этим крыжовником. Что же я написал? Да, он пахнет ягодами. Также здесь есть заявлен чай, и со временем он раскрывается как чайный. Он пахнет черным чаем, как по мне, таким сладким. И вот у меня такая картина, вот чашка чая черного, здесь варенье, возможно, из крыжовника и пачка сигарет. Вот такая у меня ассоциация с этим ароматом. Он прекрасный, красивый и интересный. И на коже он интересно звучит, он ни на что не похож. Я считаю, это унисекс. Присмотритесь, если вы любите вообще ароматы. Если вам нравится запах крыжовника, я рекомендую. Вот. Следующий аромат называется... ему я поставил 8 из 10. Мне он понравился. Он как и на блотере хорошо звучит, так и он на коже прекрасно пахнет. Вот. Следующий аромат называется Nawab of Oud. Здесь именно прям в названии есть Oud, и в аромате есть Oud. Oud здесь, конечно, вообще странный, интересный. Что же я ему поставил? Это, наверное, худший аромат из этого бренда для меня. Я его никак не понял. Он для меня сложный. Он пахнет мне лавровыми листами, пахнет специями. Я вообще не люблю сильно специевые ароматы, которые там с кардамоном, там с зерой. И вот не люблю я ароматы с лавровым листом. И вот здесь лавровый лист, он реально очень натурально звучит вперемешку с ягодами тоже. Мне кажется, что здесь тоже есть заявленные ягоды. Да, и на коже он также. Здесь как будто какая-то лукошка, там клубника, малина, возможно, черная смородина. Но там ягоды не заявлены. Со временем там будет раскрываться красный перец. Тоже редкая нота в ароматах. Я не чувствую здесь остроты красного перца, и я его вообще не чувствую. То есть, но я чувствую то, что он для меня тяжелый. Тяжелый, так как аромат очень сложный, там очень много заявлено нот. Я бы такое бы не носил. Мне, наверное, скорее всего, не нравится из-за того, что лавровый лист. Но если вы любите какие-то специевые ароматы, возможно, с лавровым листом, он вам реально зайдет, так как натурально. Натуральный аромат. Вот. Если мне сейчас преподнести лавровый лист и вот этот аромат, я не отличу, я думаю. Особо разницы не будет. Вот. Здесь 5 ароматов, я про них рассказал. Также мне в подарок положили 3 пробника этого бренда. Вот. Я также их разнашивал. И один из них меня очень даже заинтересовал.
Сначала я расскажу про один такой интересный цветок франжипани. Возможно, вы даже никогда и не слышали, что это. Вот так выглядят у них пробники. Они тоже примерно такого же оранжевого цвета. Вот. Здесь описание аромата. Если вы будете покупать полный флакон, вот так он выглядит. То есть, оказывается, франжипани – это такой заморский цветочек, который до которого времени я даже не знал, как он звучит. Но мне было интересно познакомиться с этим ароматом и узнать, что же это такое. Я немного даже загуглил, что это за цветок. Оказывается, это был цветок любимой Кришны. И вот эти буддийские храмы, которые у Кришны там находятся, они вокруг них высажены деревья этого цветка франжипани. Его даже, кстати, называют храмовое дерево. Это цветок. Ну, вообще это растение. И сами, кстати, цветки выглядят очень красиво, необычно, как будто с мультика какого-то диснеевского. Не знал, что такое вообще существует в природе. И я бы хотел в будущем когда-то вообще увидеть его вживую и познакомиться, как он реально вообще пахнет. Мне он нравится, он чем-то пахнет жвачкой такой, знаете, фруктовой. Но жвачка это, конечно, химоза, а здесь все-таки... Почему жвачка? Это цветочно-фруктово-сладко очень для меня. Этот аромат. И ему, кстати, надо дать время на коже. Он вначале очень даже мускусный, очень сильный, очень сладкий. Он может прям вот отпугнуть вас. Я так понимаю, потому что мы не привыкли к этому цветку, мы не знаем его аромат. Он для нас считается как заграничный, и поэтому надо к нему несколько раз подходить, к этому аромату. Возможно, он с какого-то раза вам понравится. Что бы я бы хотел бы сказать еще? Здесь есть в букете магнолия и лилия в этом аромате. И так как здесь есть тоже мускус, он усиливает вот эти все цветы, и магнолию, и лилию, и франжипани. И эти цветы перебивают все вокруг. То есть я вообще не чувствую ничего, кроме этих цветов в этом аромате. Вот. Конечно же, он женский. На парнях я вообще его не вижу. И даже считаю то, что его молодым девушкам вижу вот больше вообще на молодых, задорных, веселых девушках. Приятный. Такой легкий. Вот, следующий у меня есть пробник, про который я бы хотел... сколько я бы ему дал баллов? Шестерка, потому что, наверное, не привык я к таким ароматам, и такой бы сам бы не носил. Следующий аромат, который я хотел бы показать, и называется Приве. Тоже так вот пробник. Такого же цвета у них все, в таком оранжевом, ярком цвете морковном. Так выглядит флакон. Вот, этот аромат у меня... Вообще он не стойкий для меня. Кожа вообще у меня его впитывает, как губка. Я его нанес, и очень прям надо принюхиваться. Он на старте такой очень зеленый, травянистый, к удивлению вообще. Потому что со временем он раскрывается прям цветами. И здесь такие белоцветочные цветы: гордения, жасмин и фрезия. Я люблю из всех цветов белоцветочных очень жасмин. Мне нравится цветок жасмина. И здесь я жасмин не могу вычленить нормально. То есть вот эта перемешка всех этих цветов
Я думаю, что просто аромат не для меня, не для моей кожи. И так как я его вообще не чувствую, не стойкий, я ему поставлю 4 из-за слабой стойкости. Потому что все-таки мы все хотим, чтобы аромат был более стойкий. И он какой-то банальный. Для меня он банальный, он на что-то похожий. Я бы его вот больше бы и не вспомнил. И последний аромат Ormond Jane этого бренда. Он меня очень заинтересовал. Мне он понравился, он необычный. Называется Таиф. Вот. Вот так у них выглядит флакон. Они немного все похожи. Вот. Чем же он меня заинтересовал? Я даже загуглил, что такое Таиф, почему его так назвали. Он мне пахнет очень необычно. Я первый раз встречаю чайную розу. Он мне пахнет чайной розой. И называется в честь таифской розы. Я первый раз узнал, что есть такая вообще роза. И она очень необычная. Она такая чайная, акварельная. Пахнет вот этим кустом розы. Я первый раз вообще встречаю, у меня даже немного мурашки от этого аромата. Ой, какой же он красивый. Я не знаю. Мне он очень понравился. И на коже он также звучит очень необычно. И здесь есть нота финика, тоже редкая нота. Вообще какой-то прям необычный, эксклюзивный и экзотический. То есть такая роза мало где реально встретишь. Здесь есть нота шафрана, и, скорее всего, вперемешку с шафраном здесь есть немножко такой вот медицинский подтекст этого аромата, аккорды, и они дают ему элегантности. Для меня это прям очень элегантный. Я считаю, что он идеально подойдет на какую-то бизнес-встречу, на работу, в офис. Этому аромату надо прям соответствовать. Я прям вижу человека или женщину в каком-то таком деловом костюме, в таком строгом. Он прекрасен. Мне он прям понравился. Я даже задумываюсь приобрести флакон этого аромата, так как он интересен. И считаю, и ставлю ему прям 10 из 10 этого бренда. Мне он нравится вообще. То есть, если вы уже много роз перепробовали, и болгарская роза, и турецкая роза, и еще какие-то там куча других роз есть. Вот эта роза ни на что не похожа. И считаю то, что, несмотря на то, что здесь есть роза, это унисексовый аромат. Я даже бы хотел бы нанести на себя этим вечером, пахнуть этим классным ароматом. Прямо рекомендую. Еще раз хотел бы сказать то, что этот бренд интересен. Познакомьтесь с ним. Я его... Если у вас нету в магазинах в городе этого бренда, зайдите на их сайт. Вы, возможно, можете заказать с официального сайта их ароматы. Обязательно, дорогие мои зрители, если вы смотрите этот канал, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши следующие новые видео, так как мы снимаем, например, если нам нравится Ormond Jane, мы в будущем, возможно, захотим снять про свечи этого бренда, про другие бренды, возможно, вас которые заинтересуют. И подписка дает вот этот большой бонус, не пропускать наши новые видео. А колокольчик вас будет уведомлять о выпуске. Вот, я вам желаю хорошего настроя, удачи во всем.
С вами был Слава. Goodbye.